Ну, вы как, успели сфотографировать северное сияние, которое было чуть ли не по всему северному полушарию? Даже я успела. Уж на что я невезучая с северными сияниями. В первый раз мне повезло. Вот что было видно у меня за домом. Я нахожусь на широте Астрахани. Для людей, живущих в северных широтах, это, конечно, ерунда. Они привыкли наблюдать гораздо более эффектные световые шоу прямо над головой. И люди давно стали задумываться, что такое северное сияние и почему оно бывает только на севере. В принципе, есть еще и южное сияние, но около южного полярного круга живет гораздо меньше людей. И вот одним из ученых, пытавшихся ответить на этот вопрос, был герой моего сегодняшнего рассказа. Но вы его знаете совершенно по другому поводу. Вы абсолютно все прекрасно знаете его имя и пользуетесь его изобретением чуть ли не каждый день. И при этом, небось, понятия не имеете, кто он такой и откуда. Сегодня я расскажу вам об Андерсе Цельсии, очень энергичном и придирчивом шведе, который начал с изучения северных сияний и выяснения, приплюснута Земля или вытянута, а потом создал первую универсальную температурную шкалу, которой по сей день пользуются по всему миру. Кроме Соединенных Штатов, Белиза, Либерии и Каймановых островов, которые держатся за своего Фаренгейта, будто он бриллиантовый. Хорошие 2 столетия после того, как термометры были изобретены, люди все еще не пользовались ими в обыденной жизни. Как мы теперь ежедневно первым делом с утра проверяем температуру на улице, это было совершенно нетипично. Термометры очень долго были научной аппаратурой. Они имелись у серьезных ученых для проведения экспериментов. У Ньютона был термометр, у Гюйгенса. А у нормального человека, даже самого богатого, термометра в доме не было. Ни для определения температуры окружающей среды, ни для определения температуры тела. Людям было совершенно достаточно высунуть голову на улицу, чтобы определить, тепло сегодня или холодно. Врачи прекрасно обходились прикладыванием руки к колбу пациента. Этого вполне хватало для диагностики. Если у человека сильный жар, значит, нужно что-то делать, пустить кровь, к примеру. А если небольшой жар, он, скорее всего, выздоровеет сам. Впервые бытовые термометры появились в конце XVIII века, благодаря распространению идей просвещения. Состоятельные образованные люди полюбили в качестве хобби заниматься разными науками. Собирали окаменелости, насаживали бабочек на булавки, и метеорология стала одним из таких популярных светских увлечений. Люди начали вести дневники погоды и выводить обычный светский разговор на уровень точной науки. Вы говорили: «Не правда ли приятная сегодня осень, граф?» А он вам в ответ: «На самом деле октябрь в этом году выдался холоднее среднего, но если вы посмотрите на статистику за все 3 месяца, то вы обнаружите, что кривая температур колебалась довольно типично». И в этот момент вы начинали жалеть, что вы вообще пришли на этот бал. И у таких любознательных господ появились дома термометры. В течение XIX века бытовые термометры стремительно растут в популярности и, как правило, комплектуются барометром. Это такие красивые, в футлярах красного дерева, здоровенные приборы. Помещики консультируются с ними, планируя сельскохозяйственные работы. Хозяйки смотрят, отправить ли няню с детьми на прогулку. К концу века термометры были уже практически во всех городских домах и часто служили последним аргументом в спорах, начинать ли топить. Даже если все семейство ныло, что в доме холодно, строгий рачительный хозяин мог указать пальцем на термометр и сказать: «Ничего подобного, еще не так уж холодно, нечего зазря уголь переводить». Медицинские же термометры вошли в употребление еще позже, когда термометры стали меньше полуметра длиной, научились замерять температуру не за полчаса, а за 10 минут, и не падали немедленно, как ты только вынимаешь их изо рта или из подмышки.
Ртуть в медицинских градусниках застревает на максимальной температуре, их потом надо стряхивать. Этот трюк изобрели только в чеховские времена. А к моменту рождения нашего героя большинство ученых, если им, к примеру, нужно было узнать, нагревается ли какая-то смесь, и при этом не хотелось лезть туда пальцем, просто делали себе приборы, измеряющие температуру. И у этих термоскопов зачастую вообще не было делений. Они показывали, в принципе, растет температура или падает, не в каких-то точных градусах. Но многие ученые периодически поговаривали, что нужно бы изобрести стандартное устройство, измеряющее температуру. И многие пытались его изобрести. Так получилось, что наибольшего успеха добился не химик, и не физик, и не ботаник, как можно было бы ожидать, а астроном. Андерс Цельсий родился в Швеции, в Упсале, 27 ноября 1701 года. Пару слов о том, что представляла собой Швеция в то время, потому что это важно. Когда Цельсий родился, Швецией правил Карл XII, тот самый, с которым Петр I сражался под Полтавой. Шведы, как вам известно, проиграли, а Карла в 1718 году убьют выстрелом в голову, когда он попытается отобрать у Дании Норвегию. Он оставит страну совершенно разоренной всеми этими приключениями. Народ был по горло сыт военными кампаниями и абсолютизмом, и в Швеции быстро установилась почти что парламентская демократия. Король был, но он ничего не мог предпринять, не посоветовавшись с парламентом, Риксдагом. В Швеции начинается век свободы. Приблизительно 50 лет, с 1719 по 1772 годы. И это как раз когда жил и работал Андерс Цельсий. Швеция стала самой либеральной державой на европейском континенте. В Риксдаге 4 сословия – дворяне, священники, горожане и крестьяне – бурно обсуждают законы и голосуют за них. Впервые в Европе женщины получают некоторое право голоса на муниципальных выборах. Начинается впечатляющий подъем науки. Госархивы открывают для ученых, строят целую сеть обсерваторий и организуют множество исследовательских экспедиций. Швеция выходит на международную научную арену. Андерс Цельсий происходил из семьи ученых. Вообще-то их фамилия была Хёген, но еще его дед Магнус латинизировал ее, чтобы подписывать научные труды. Хёген значит холм, Целсус значит высокий. Можете для развлечения латинизировать свою фамилию на досуге с детьми. Онлайновые переводчики знают латынь. Магнус Цельсиус был профессором математики в Упсале. Его сын Нильс – профессором астрономии. Нильс пытался убедить своего сына Андерса заняться юриспруденцией, потому что наука ему казалась очень нервной профессией. Ему самому не удалось защитить диссертацию, защищающую доктрину Коперника. Но Андерс все равно пошел по стопам отца и стал астрономом. В 1730 году Андерс Цельсий был назначен профессором астрономии Упсальского университета. В дополнение он также руководил кафедрой математики, поскольку ее зав путешествовал по Европе и годами не появлялся в Упсале. Шведы самокритично считали себя научными задворками, и все рвались в Европу за научными контактами и инструментами. Я это вычитала в шведской статье. Они часто называют Европой все, что не скандинавский полуостров. Я поехал в Европу, из Швеции в Германию. И Цельсий тоже рвался в Европу, но ему пришлось дождаться завкафедры математики, прежде чем он отправится в свое большое турне, длившееся ни много ни мало 4 года. Когда вечером 24 сентября 1732 года корабль с Цельсием на борту отплыл из Истода, великолепное северное сияние освещало все небо. Северное сияние стало одним из небесных явлений, которому астроном Цельсий посвятил свое внимание. За годы путешествий он посетил почти все известные европейские обсерватории того времени и работал со многими ведущими астрономами XVIII века. В Германии он опубликовал свою работу о 316 наблюдениях за северным сиянием.
Позже он обратит внимание на то, что во время сильных северных сияний стрелка компаса отклоняется, иногда на целый градус. И он первым предположит, что полярное сияние имеет не оптические, а какие-то магнитные причины. Интересно, что и до него другие ученые замечали случающиеся отклонения стрелки компаса, но они списывали это на погрешности наблюдений или дефекты компасов. Но зануда Цельсий запечатал свой компас в герметичную камеру и велел всем входящим в комнату снимать железные пряжки и вынимать из карманов ключи, чтобы не допустить случайной наводки. И он сможет замерить крошечные на самом деле возмущения магнитной стрелки и покажет их корреляцию с северными сияниями. Но он не предложит никакой гипотезы, почему это происходит. Это объяснят только в самом конце XIX века. Побывав в 1733 году в Италии, Цельсий наконец добирается до Парижа, который в то время был главным центром естественных наук Европы. И там он застает в самом разгаре дискуссию о форме Земли. Согласно теории Ньютона, из-за вращения Земля должна была расширяться вокруг экватора и сплющиваться на полюсах. Эффект, который вы наблюдали, раскручивая кусок теста для пиццы над головой, но не такой сильный. Другие же астрономы, заводилами той партии были отец и сын Кассини, считали, что у них есть доказательства обратного, что Земля скорее выглядит как лимон, слегка вытянута на полюсах. Они измерили руками длину дуги меридиана на юге и на севере Франции и обнаружили, что на юге 1 градус меридиана длиннее, а на севере короче, а значит, Земля вытянута к полюсам. Впоследствии выяснилось, что Кассини просто ошиблись в замерах. Ну и в те годы были люди, сомневавшиеся в их данных. И Французская академия наук отправляет 2 научные экспедиции измерять длину меридиана далеко на юге и далеко на севере, чтобы потом их сравнить. Первая экспедиция отправилась в Перу, поближе к экватору, а вторая, благодаря энергичным уговорам Цельсия, направилась на самый север Швеции, в Лапландию, поближе к Северному полюсу. И сам Цельсий, разумеется, стал одним из участников экспедиции 1736 года под руководством Мапертюи. Я не буду объяснять вам здесь всю довольно сложную математику расчетов, которые нужно было сделать. Скажу только, что французы досыта вкусили все прелести путешествия по дикому Заполярью, которые Мапертюи опишет потом в своем популярном отчете, как они пробирались пешком через адский первобытный лес и многочисленные болота, кишащие комарами, которые чуть не сожрали их заживо. А потом лето кончилось, и нужно было делать замеры на льду замерзшей реки во мраке бесконечной полярной ночи, когда Цельсий, главный астроном экспедиции, единственный человек, привычный к морозам, точнейшим образом определял координаты по звездам. Временами ученых спасал только крепкий алкоголь от полного вымерзания. Результаты экспедиции подтвердили теорию Ньютона. Земля оказалась сплющена с полюсов. Во Франции героем дня стал Мапертюи. Зато в Швеции Цельсий получит известность и почет и сможет убедить шведские власти выделить необходимые средства на строительство современной обсерватории в Упсале. Обсерватория Цельсия была готова к 1741 году и оснащена новейшими инструментами, приобретенными им во время его долгого заграничного путешествия. И вот как раз с инструментами-то у него и были проблемы. Во всех этих приключениях Цельсий понял, что дальше так работать нельзя, нужно что-то делать с термометрами. Когда он бегал по тундре в полярную ночь с телескопами и секстантами, пытаясь выяснить, приплюснутая Земля или вытянутая, его серьезно доставала манера металлических инструментов сжиматься на морозе и расширяться в тепле в избушке. Из этой реакции металла на температуру окружающей среды педант Цельсий не мог быть уверен в показаниях своих приборов, что его чрезвычайно раздражало. Он мог бы
счесть эти погрешности, если бы он знал, насколько металл расширяется или сжимается в определенных температурах. Но для этого ему нужен был хороший термометр. Не то чтобы у него вообще не было термометра, конечно, он у него был. Цельсий не изобрел термометр, упаси бог. Как я уже сказала, термометры в его времена уже существовали, их даже уже не обязательно было делать самому. В мастерских, которые изготовляли научное оборудование, вы могли купить и термометр. Не везде, конечно, но в Амстердаме вы могли купить термометр, в Лондоне, в Париже, в Упсале уже не могли. Но в принципе термометры были. И были даже более популярные модели и менее популярные модели. К примеру, модель Фаренгейта, того самого, была самой надежной и популярной. Именно Габриэль Фаренгейт, над которым сейчас все смеются, в то время как он был совершенно великий человек, изобрел и физически сам сконструировал современный ртутный термометр. Он сам вытягивал тонюсенькие стеклянные капилляры, в которые самолично загонял ртуть, запаивал и калибровал. Его термометры продавались по всей Европе. Но помимо них в ходу было еще около 30 других разновидностей с разными шкалами и разным содержимым. Что такое вообще термометр? Базовая идея пришла в голову как минимум Галилею в конце XVI века. Жидкости расширяются при нагревании. Если их затолкать в очень тонкую прозрачную трубочку, то можно прямо глазами увидеть, как жидкость, расширяясь, поднимается по трубке вверх, а охлаждаясь, опускается вниз. Если вы карандашком на трубочке сделаете пометочку, вы можете приблизительно узнать, насколько температура поднялась или опустилась. Первый термометр со шкалой создаст Роберт Флат в 1638 году. Причем жидкости, которые наливались в трубочку, были самые разные. Вода для этого не годилась. И не только потому, что у нее довольно маленький диапазон температур, при которой она остается жидкой. Вода также сильно прилипает к стеклу и размазывается по трубке. И она неравномерно и вяло реагирует на изменения температуры. Бренди работало гораздо лучше, и его было лучше видно в трубочке. Красное вино неплохо себя показывало в популярном термометре Датчайн-Рёмера. Также пользовались крашеным спиртом и растительным маслом, пока Фаренгейт не придумал использовать ртуть, прекрасный серебристый указатель температуры, не липнущий к стеклу и остающийся жидким в очень большом диапазоне температур. Тогда, между прочим, не было даже общепринятой концепции, что при повышении температуры количество градусов на термометре должно расти. В некоторых термометрах 20 градусов было холоднее 10. Это были не градусы тепла, а градусы холода. И у многих термометров не было отрицательных величин, потому что, строго говоря, отрицательная температура – это абсурд. Просто мы привыкли. Но большинство изобретателей термометров считало, что все градусы должны быть положительными, и именно поэтому Фаренгейт сделал нулем точку замерзания соленой воды. Это была самая холодная контролируемая точка, которую он смог у себя в начале XVIII века создать в лаборатории. Он хотел опустить нуль на шкале как можно ниже, чтобы вам, неблагодарным, не нужно было пользоваться отрицательными градусами. Нуль Фаренгейта – это около минус 18 Цельсия. И, кстати, температуры замерзания и закипания воды далеко не сразу оказались в поле внимания изготовителей термометров. Это ведь тоже не Цельсий придумал. Гюйгенс, похоже, первым предложил сделать реперными точками, то есть опорными точками, между которыми определяется температурная шкала, температуру замерзания и закипания воды. Но вообще-то вплоть до самого Цельсия факт, что вода всегда замерзает и закипает при одной и той же температуре, был совершенно неочевиден. Это нам сейчас кажется, что это что-то само собой разумеющееся. Вода всегда замерзает при нуле Цельсия и кипит при 100 градусах. Но на самом-то деле это не совсем так. Это только при нормальном атмосферном давлении на уровне моря. На вершине Эвереста, к примеру, вода закипает уже при 69 градусах Цельсия. А в XVIII веке то, что вода закипает и тает при одной температуре, допустим, в Париже и в Стокгольме,
вообще не было очевидно для большинства людей, потому что субъективное ощущение температуры может очень разниться, а градусники сравнить между собой было фактически невозможно. Мы как-то раз в марте месяце пересекали на лыжах Обское водохранилище. И мы были в футболках и без шапок, потому что солнце жарило уже вовсю, и нам было жарко, но при этом лед под нами даже еще не начинал таять. Нам казалось, что температура значительно выше нуля, но льду так не казалось. И для создателей многих ранних термометров гораздо лучшей опорной точкой казалась нормальная температура человеческого тела. Ньютон, к примеру, свой термометр разделил на 12 градусов между температурой таяния льда и температурой тела. Другие остряки выбирали опорными точками самую жаркую температуру в Лондоне или самую холодную температуру в моем погребе. Но хороший термометр можно сделать только если реперные точки связаны с воспроизводимыми постоянными физическими событиями, происходящими при одной и той же температуре всегда и везде в мире. И вот это то, что сделал Цельсий. Он показал экспериментально, что мы можем опираться на температуры таяния и закипания воды. То есть Цельсий их не придумал, но решительно выбрал эти две реперные точки и предложил разделить расстояние между ними на 100 градусов, а не на 80, как на термометре Реамюра, которым он сам пользовался. Цельсий также использовал термометр Делиля, в котором ртуть опускалась от нуля температуры кипения воды до 2400 градусов, где вода замерзала, в Санкт-Петербурге, где Делиль жил 20 лет по приглашению Петра I. Делилевские термометры с перевернутой шкалой, показывавшие фактически прибавление градусов холода, пользовались особой популярностью в северных странах, не только в России, но и в Швеции. Но до того, как предложить свой термометр Шведской академии наук, Цельсий провел и опубликовал тщательные эксперименты, доказавшие независимость точки замерзания воды от разных обстоятельств, от географической широты, от давления, от высоты над уровнем моря, от происхождения самой воды. Он часами торчит на морозе с термометром и барометром в руках. Он многократно отправляет термометр в набитом снегом горшке в изразцовую печь. Он нагревает и замораживает разную воду из колодца, из талого снега, предварительно прокипяченную. И он ездит со своим любимым термометром по всей Европе. И он приходит к выводу, что любая пресная вода тает и замерзает на одной и той же температуре в Упселе, Париже и в Лапландии. Но зато температура закипания воды заметно зависит от атмосферного давления. В своей статье «Наблюдение за двумя постоянными градусами на термометре» 1742 года Цельсий рассказал о своих экспериментах, показывающих с удивительной точностью, что температура замерзания воды практически не зависит от давления, но температура кипения воды изменяется в зависимости от атмосферного давления. И он предложил определить верхнюю фиксированную точку шкалы термометра как температуру закипания воды при показании барометра в 25 дюймов и 3 линии, что соответствует 751,2 мм ртутного столба. Это нормальное атмосферное давление на уровне моря. Эту точку он назовет нулевой. Да, нуль у него будет на точке кипения. Затем градуировка термометра производится вниз по шкале до 100. Это температура замерзания воды. То есть Цельсий вслед за Делилем выбрал обратную шкалу. Чем больше градусов, тем холоднее. Если бы вы вышли в морозный день на улицу в Упселе, оригинальный термометр Цельсия показал бы, к примеру, 115 градусов. Минус 15 по современному. 15 градусов назад застыли реки. Только после его смерти его шкалу перевернут в привычный нам вид. Помимо астрономии и метеорологии, Цельсий занимался и другими проблемами. К примеру, он выполнил множество географических измерений для генеральной карты Швеции и был одним из первых, кто заметил, что территория северных стран
медленно поднимается над уровнем моря. Он неверно предположил, что это происходит из-за испарения океанской воды. Сейчас мы называем это явление изостатическим поднятием после схода ледникового щита, последнего леденения. То есть, когда чудовищный вес ледников перестал давить на земную кору, она начала расправляться, как диван, когда вы с ним встаете. И некоторые территории суши все еще продолжают потихоньку подниматься. Он также опубликовал каталоги тщательно определенных звездных величин для 300 звезд, используя собственную систему определения их светимости. Идея была проста и гениальна. Он смотрел, сколько одинаковых стеклянных пластин нужно, чтобы, глядя сквозь них, звезду переставало быть видно. То есть они бы полностью погасили ее свет. К примеру, для гашения Сириуса, самой яркой звезды на небе, ему понадобилось 25 пластин. Более тусклые звездочки не видно было и через одну. Он также написал популярную книгу «Арифметика для шведской молодежи», типичный учебник эпохи Просвещения, и активно ратовал за введение григорианского календаря в Швеции, но он не имел успеха. Юлианский календарь отменят только в 1753 году, почти через 10 лет после его смерти. Андерс Цельсий умер в апреле 1744 года в возрасте всего 42 лет, по всей видимости от туберкулеза. Я ничего ни разу не сказала о его характере, о том, каким он был человеком, но на самом деле мы знаем о нем довольно много. Он активно общался с коллегами из разных стран, и в их комментариях и письмах мы видим человека неутомимого, методичного, скромного, очень вежливого и мягкого, но при этом упрямого и требующего абсолютной точности во всем, что касается науки. Человек безукоризненной честности, не способный на интриги, говорили о нем коллеги. Он никогда не жаловался, терпел холод, голод и недосыпание, мог отшагать 20 миль в ночь, замеряя координаты звезд. Он был чрезвычайно терпелив со своими студентами, а в компаниях обычно сидел молча в уголке. Надежный и точный, скромный и незаменимый. Человек-термометр, чей день рождения отмечался в четверг на этой неделе. Хорошей вам погоды. Берегите себя. До скорых встреч. Друзья мои, если вы хотели бы больше и чаще узнавать интересные, забавные и шокирующие факты, касающиеся истории и культуры, и особенно истории бескультурья, то вы можете подписаться на мой блог на Бусти или на Патреоне. Эти два блога абсолютно одинаковые. Я там пишу одно и то же. Просто Бусти умеет принимать оплату российскими платежными средствами, а Patreon принимает разные международные кредитные карточки. На этих блогах я почти каждый день публикую занимательные рассказы с картинками. Это на первом уровне подписки. На втором же уровне вы также получите доступ к дополнительным коротким видео на темы, которые в YouTube не опубликуешь, и к полным вариантам некоторых еженедельных видео, опять же, с такими подробностями истории бескультурья, которые не подходят для широкой аудитории. Оставляю на ваше решение, смотреть их или не смотреть в компании детей и внуков. Опять же, если вам не нравится вся эта реклама, которую в вашей стране вставляет в мои видео YouTube, то это еще одна причина подписаться на блоги, потому что там я размещаю субботние видео без рекламы и на 15 минут раньше. И последнее, но не по важности, причина подписаться на мой блог – вы тем самым поддерживаете этот канал и даете мне возможность все мое рабочее время посвящать вам. Приходите ко мне на Бусти или на Patreon, у нас там собирается замечательная душевная компания настоящих бескультурников. Ты что тут делаешь? Чай пью? А на сегодня у меня все. Всего вам доброго и до скорых встреч!